Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Тибуев Владимир, и я рад снова приветствовать вас на своем канале. Поздравляю всех зрителей с наступающим 25-м годом и Рождеством. Как известно, в моей стране очень непростая ситуация. Я надеюсь успеть разместить на канале YouTube все мои научные исследования, прежде чем нас закроют от цивилизованного мира железный занавес режима. С каждым днем становится все труднее взаимодействовать с этой платформой. Власти пообещали скоро полностью закрыть информационные каналы цивилизованного мира и ввести финансовую, а возможно и уголовную ответственность за их использование. Постараюсь все успеть. Для тех, кто не знает, мой канал не развлекательный и не создан для рейтинга и лайков. Здесь надо думать и анализировать. Если у вас низкий IQ, вам здесь делать нечего. Лучше сразу уходите и ищите развлечений на других каналах. Не тратьте свое время. Ну вот, вроде предупредил по-честному. Сегодня я хочу поговорить об излучении Хокинга и развеять миф об этом излучении. Я не мог пройти мимо этого фейка, так как он достаточно часто попадается на просторах интернета. Думаю, не нужно пояснять моей аудитории, о каком излучении идет речь. Но если коротко, то в результате флуктуации вакуума якобы рождаются две частицы антипода, которые как бы берут взаймы энергию из вакуума и после своей взаимной аннигиляции возвращают ее обратно. И по одноименной теории, если эти две частицы рождаются на тонкой границе горизонта событий черной дыры, то у одной из частиц есть шанс оторваться от гравитации и покинуть черную дыру. И якобы при этом черная дыра начинает испаряться и терять свою массу. Процесс этот якобы затянется на многие триллионы лет, но черная дыра в конце концов испарится и даже взорвется, так как сингулярность уже не сможет существовать при малой массе. Это абсолютно неверное предположение, которое в корне неверно описывает эволюцию черных дыр и их предназначение. Более того, эта теория дает неверные предпосылки для описания эволюции Вселенной, заводя научный мир в логический тупик, но и вводит в заблуждение моего зрителя. Этого я допустить не могу, поэтому я буду ломать этот фейк. Сразу необходимо сделать несколько допущений в пользу этой теории, иначе она уже изначально работать не будет. Первое. Пускай для рождения пары частиц энергия берется взаймы. Непонятно, правда, откуда, но допускаем. Пускай новорожденные частицы имеют световую скорость, так как в ином случае они не смогут оторваться от гравитации черной дыры. Мы же помним, что частицы родились на самом горизонте событий, и чтобы ее покинуть, нужна именно такая скорость. Третье. Также эти частицы должны возникать в пространстве на какой-то дистанции друг от друга, иначе их не получится разделить. Эти допущения уже звучат фантастически, но без них можно сразу закрыть тему излучения Хокинга, а нам нужно еще провести анализ этой фальшивой теории. Я внимательно послушал на научных каналах различные версии, чем могут являться эти частицы, а также пообщался с людьми в чатах. При этом у меня появилось стойкое ощущение, что научный мир абсолютно не понимает, с чем они имеют дело, и при любой нестыковке просто придумывает из головы любые удобные допущения. Но так не делается, нужен полный анализ этого явления. Я не буду обсуждать волшебные виртуальные частицы, так как если вы слышите слово «виртуальное», сразу знайте, вас хотят обмануть и украсть бюджетные деньги налогоплательщиков на фальшивое исследование. Начну свой анализ с рождения реальных частиц в рамках теории Хокинга, а затем перейду к теоретическим, но не путать с виртуальными. Реальных частиц известно не так много, все интересующиеся физикой знают эту таблицу. Для аннигиляции частиц после их появления нужно условие, чтобы одна частица была реальной, а вторая ее зеркальной копией, античастицей, и неважно, какое место они занимают в знаменитой таблице. Как я слышал, от массы зависит время жизни этой пары частиц. Чем они массивнее, тем быстрее происходит процесс аннигиляции. Но это не важно на самом деле. Античастицы – это, кстати, реально существующий вид частиц и доказанный факт. Они действительно рождаются в ускорителях частиц,
но для их рождения нужны очень высокие энергии. Но уж никак не где-то там брать взаймы в нулевом поле энергии. Но мы ранее разрешили такой процесс, не будем на нем останавливаться. Кстати, не лишним будет упомянуть, что частицы и античастицы имеют положительную массу, это очень важно. Да и при взаимной аннигиляции выделяется много энергии, что уже не согласуется с ее бесследным исчезновением в вакууме. Ну хорошо, две частицы появились по разную сторону горизонта событий. И пускай частица выше горизонта событий имеет скорость света, иначе она не покинет это место. Хотя, как мы знаем, частица не может достигнуть скорости света, так как имеет массу, отличную от нуля. Ну, допустим, достигла и покинула черную дыру. Но о какой потере массы может идти речь, если вторая частица из этой пары падает в сингулярность и только добавляет массу черной дыре? Это основное противоречие, которое сразу бросается в глаза. Даже если это будут виртуальные частицы, результат будет таким же. Поэтому пара частица-античастица и пара виртуальных частиц не подходят на роль подопытных для излучения Хокинга. Этот вариант точно не испарит черную дыру, а наоборот, только ее откормит. Кроме того, при таком варианте событий нарушается закон о неизменности массы всей Вселенной. Ее масса определена с точностью до фотона и измениться никак не может. Если это нарушить, то будут катастрофические неполадки в ее эволюции. Это отдельная тема, не буду ее пока трогать. Ее я исследую несколько позже, когда приготовлю видео про эволюцию и форму Вселенной. Теперь перейду к анализу отрицательных энергий, про которые зачастую упоминают на научных каналах. Как мне пояснили недалекие знатоки, что якобы черная дыра поглощает частицу отрицательной энергии, и это приводит к уменьшению ее массы. Большей глупости я еще не слышал. Похоже, ученый мир имеет огромный пробел в знаниях, что это за отрицательная энергия, и главное, полное непонимание ее свойств. Особенно меня раздражают фейковые ученые, которые ищут отрицательную энергию и пытаются ее детектировать. Это в принципе невозможно, так как если она и есть, то она не взаимодействует с нашей материей, соответственно и с приборами. Более того, эта отрицательная энергия либо есть и заполняет всю нашу Вселенную, образуя невидимую антивременную материю в виде звезд, планет и так далее, либо ее вообще нет, ноль отрицательной энергии. Других вариантов попросту нет. Процесс ее появления – это событие вселенского масштаба. Просто так, немножко появиться и тут же исчезнуть она не может ни при каких условиях и обстоятельствах. Этому вопросу посвящено мое отдельное исследование в виде интервью на 1,5 часа. Очень рекомендую ознакомиться. Немного нудновато, но зато подробно. Так что если увидите такого псевдоученого, который просит гранты на поиск отрицательной энергии, можете сразу отнимать у него диплом и увольнять. You fired! Get out of here! Это мошенник или глупец, что еще хуже. Ну, исследуем появление пары положительной и отрицательной энергии на горизонте событий черной дыры в рамках теории Хокинга. Энергия – это излучение, все остальные виды энергии – это его производные. Отдельная неделимая порция энергии называется фотон или квант. Начнем с того, что если каким-то чудом родится пара фотон и отрицательный фотон, то они никак не могут снова взаимодействовать друг с другом и аннигилировать, так как не являются антиподами. Они живут своей жизнью и вообще практически не видят друг друга, кроме небольшого гравитационного взаимодействия разных знаков. То есть при встрече они немножко должны гравитационно оттолкнуться друг от друга и дальше лететь по своим делам. Но возвращаясь к моему анализу, даже если допустить появление такой пары, то черная дыра никак не может поглотить фотон отрицательной энергии, так как он обладает свойствами антигравитации и будет только отталкиваться от черной дыры и стремиться ее немедленно покинуть. Поэтому при рождении подобной пары поглотить черная дыра может только фотон положительной энергии, что только добавит ей массы. Главное противоречие тут возникает опять же с неизменным значением массы Вселенной.
Если бы такие пары энергии рождались при флуктуации вакуума, то было бы неважно, в какой части черной дыры они рождаются, хоть в самой сингулярности. Фотон с отрицательной энергией всегда будет немедленно покидать черную дыру, а положительный оставаться внутри, являясь постоянным источником необоснованного набора массы, что является абсурдом. Поэтому гипотетическое рождение пары энергия и отрицательная энергия точно так же не годятся на роль излучения Хокинга. И напоследок рассмотрим рождение частицы и ее близнеца с отрицательной массой. Это наиболее неправдоподобный сценарий, такой же, как и появление отрицательной энергии. Они имеют одинаковое теоретическое обоснование и происхождение. Как известно из моего исследования, которое я таки рекомендую вам посмотреть, частицы с отрицательной массой имеют отрицательный персональный вектор времени и обладают свойствами антигравитации. Даже если бы эти частицы родились вдали от черной дыры, они не стали бы аннигилировать друг с другом, а мгновенно бы оттолкнулись друг от друга, так как имеют не только противоположную друг другу гравитацию, но и все остальные взаимодействия, близкие, дальние, ядерные и зарядные. То есть на пары частиц, рожденных флуктуацией вакуума, они не годятся изначально, так как мы бы наблюдали постоянный поток появляющихся из ниоткуда частиц, чего не происходит. Но даже если бы такое событие и случилось на границе горизонта событий черной дыры, то так же, как и в случае рождения пары положительной и отрицательной энергии, где бы это ни происходило, хоть ниже горизонта событий, неважно, частица отрицательной массы с огромным ускорением будет покидать место рождения и бежать без оглядки, пока не ослабнет отталкивающая ее гравитация. Поэтому из этой пары остается только положительная частица, которая, как и в первом случае, либо покинет черную дыру, либо поглотится ею. В обоих случаях потери массы и испарения не происходит. В результате проведенного анализа я делаю следующие выводы. Первое. Я ставлю под сомнение само рождение пар частиц в результате флуктуации вакуума. Я уверен, это также антинаучный фейк. Иначе во Вселенной из ниоткуда появлялись бы необоснованная масса, полученная как раз в виде такого разделения пар частиц горизонтом событий черной дыры. А этого быть не может, так как нарушается закон постоянства массы Вселенной. Да, я знаю этот опыт Казимира с пластинками, но не думаю, что причиной их сближения является упомянутый эффект. Наверняка причина этого сближения в другом эффекте. Может быть, какие-то близкие взаимодействия, накопление заряда или еще что-то. Второе. Даже если допустить, что при флуктуации вакуума эти пары частиц все-таки рождаются, то ни одна из рассмотренных пар частиц не подходит на роль источника излучения Хокинга, включая теоретические обратновременные частицы отрицательной массы, либо отрицательную энергию, и даже виртуальные частицы. Смысл не меняется, излучения все равно не будет и быть не может. При любом варианте, третье, при любом варианте якобы рождения частиц или энергии на границе горизонта событий не происходит потеря массы черной дыры и ее испарение. При этом может происходить только набор массы черной дыры, в лучшем случае масса неизменна. Итоговый вывод. Вся эта теория и знаменитая формула излучения Хокинга от начала до конца состоит из противоречий, допущений, является антинаучным фейком и не выдерживает даже элементарных логических проверок. Поэтому, со всем моим уважением к Хокингу, такой сценарий абсолютно неприменим для прогноза эволюции черных дыр. По результатам моего исследования черных дыр, я утверждаю, что цель любой черной дыры – собирать вещество, разрывать его ближе к центру на фотоны, собирать их в шарик и пытаться искривлением пространства обнулить размер длин волн этого фотонного шарика для рождения новой Вселенной. Получится это только у финальной вселенской черной дыры в конце жизни нашей Вселенной. Хокинг этого не знал, отсюда и фантазии, и притянутые за уши формулы. За его формулой я не дам и цента, это фальшивка. Потеря массы черной дырой не предусмотрена никаким сценарием. Даже при слиянии двух черных дыр и высвобождении гравитационной волны высокой мощности это происходит не за счет потери массы этой пары. А я слышал и такую версию, это однозначно фейк.
а за счет потери момента вращений. Кстати, нужно еще уточнить, эта гравитационная волна производит работу в физическом смысле или нет. Ну то есть, к примеру, происходит ли нагревание материи при проходе такой волны или нет. Но тем не менее, запомните еще раз, ничто ни при каких условиях не может уменьшить вес никакой черной дыры до конца текущего цикла Вселенной. Спасибо за внимание, надеюсь, я провел убедительный анализ, чтобы у моих зрителей не осталось сомнений о фальшивости этой теории про испарение черных дыр. Это однозначно фейк. Напоминаю про мою карточку для донатов в описании видео. Меня не интересуют мелкие платежи от обывателей. Я достаточно зарабатываю себе на жизнь честным трудом. Меня интересует меценат, который заинтересован в прогрессе и реальном развитии науки. Я работаю на научный результат и думаю, достиг уже неплохих успехов в разгадке тайн мироздания. Надеюсь, такие меценаты есть. Меня интересует значительная финансовая поддержка, чтобы я уже не отвлекался на заработки, которые отнимают много сил и времени, а сосредоточился на науке и технологиях. Теперь небольшой анонс. В ближайшее время я хочу выложить отдельное видео с полным анализом, чем является время на самом деле, представить сценарий и варианты его существования. Все это оказалось очень взаимосвязано. Время, черные дыры, эволюция Вселенной. И я раскрыл все эти секреты. Что интересно, время – это совсем не то, каким оно представлено в теории Эйнштейна. А вот что, скоро узнаете, будет интересно. Всем пока, до новых встреч!